плохое, желудок не работает. Мария, Алло. запись пошла. Слышно, Сегодня да? 1 марта у нас, да. Ага. Рассказывайте теперь. Да. Желудок у меня не работает, то есть у меня с телом совсем плохо. Я попала в чьи-то руки, которые делают надо мной эксперимент. Это целая группа существ, они делают надо мной эксперимент. Я сначала думала, что исцеляют, я так думала. Вот. Результат показывает, что это такой эксперимент надо мной. Появились возле меня два существа голубого цвета и красного цвета. Красное радиационное, а голубое такое. И вот они еще дополнительно внедряют в меня яды какие-то. Я очень хочу, чтобы те нарушения, которые я допустила, я говорю, что да, я допустила по незнанию, по непониманию, по доверию. Что вы делали? Значит, 1 июля 2018 года пришел в гости Леонид Егоров. Он тоже у нас в городе Одессе живет. Я с ним знакома была несколько лет. И мы договорились, что он придет и будет исцелять сына, Максима. Но он пришел и говорит, сейчас мы позанимаемся. И достал листочки старые и стал часа 3 читать. Часа 3 читал. Потом оказалось, что это инициация. Значит, составили этот документ Иисус Навин, Зевс и Осирис. С целью, чтобы вроде бы как бы я от Исы, я не знаю, кто такая Иса, но я бы хотела узнать, что это за имя, почему именно я от Исы и почему именно они решили мне как бы помочь почистить, привести в порядок и дать защиту. Но в этой инициации были какие-то постоянные коды на реакторах, на системах, аж до Солнечной системы, на все. То есть на весь мой монолит, какая я есть, на все, везде их не были коды. Это я только сейчас понимаю, это уже прошло время. Поэтому я хочу, чтобы вернулись мои первоначальные, самые главные коды везде, на всех системах, на всех матрицах, на всех реакторах. Все дело в том, что и сын Максим тоже сидел и слушал это все. Добра от этого я не получила, потому что через пару дней с меня стали просто зверски что-то вытаскивать. Я спрашиваю Леонида, говорю, что происходит? Он говорит, что Иисус Навин договорился с технологами Агарты, чтобы меня чистили и восстанавливали. Что через неделю у меня будет все в порядке. Но у меня не стало через неделю в порядке. И через месяц не стало в порядке. Я ходила, шаталась, и у меня как вроде ничего не было внутри. Даже душу вытащили, типа ее чистили. И я поехала в Россию, в Дивеево, к Серафиму Саровскому. Вот так меня потянуло туда. И там я увидела, что моя суть висит на крюках, с нее течет кровь. Я когда это увидела, то есть вот глазами посмотрела на эту себя. В это время там были мужчина и женщина, мужчина видел, что я наблюдаю, и снял ее с крюков. То ли это было мое какое-то тело, то ли это была душа, я не знаю, что это было. На следующую ночь я смотрю, что эта суть находится в какой-то комнате, просто на полу лежит. Я когда приехала, я поняла, что я влезла вообще непонятно куда. И кто они такие, этот Иисус Навин, я не знаю. И кто такой Леонид Егоров, я уже тоже понимаю, что это что-то, честно говоря, страшное. И тогда я стала, вопить и везде писать, то есть мысленно, и просто на бумаге писать и сжигать, чтобы все услышали, что я отказываюсь от этой инициации. Павел с Моной мне помогли, я там в книге запись, у них, еще это была запись в книге Богородицы Девы Марии с именем Ариина.
И в этой книге я там написала, что отказываюсь, мне это не нужно, отрекаюсь от этого всего, мне это не нужно. Но последствия оказались вот такие плачевные для меня, что появилась какая-то группа существ, такие белые точки. Еще такое вот было, значит, появились вот этот вот красный и голубой. Я сижу, я же творец, сижу, рисую, создаю с камушком картины, то есть я вся в творчестве, во дворе. Появились эти два существа в прошлом году. То есть вот год прошел, 18-й, в 19 августе они появились, эти существа. И стали на меня нападать, иголками колоть, вот это яды вливать. Но у нас есть куяльник, который меня практически спасает. Соленая вода спасает. То есть это уходило все это. Я все равно продолжала творить. Но тут они сотворили порчу, такую мощную, от которой я уже не могла вообще ничего уже не соображала. У меня уже то ли морок с гипнозом уже на меня такое вот. То есть уже очень мощное пошло воздействие вообще, капитальное. Но при том не просто воздействие капитальное, а при том еще какие-то существа, которые с меня стаскивали просто, вот то шапочку, то глаза стаскивали с меня. То есть я ощущала, как они с тонкого плана начинают мне все это вытягивать с меня, какие-то мои части. И тогда я поняла, что от них мне не спастись, и я решила уйти из жизни. То есть я сначала выпила очень много снотворного, думала, я усну и улечу. Ничего не получилось. Потом я решила резать вены, тоже ничего не получилось. Потом я решила топиться, тоже не получилось. То есть вот какая-то сила меня все время держала и не давала мне уйти из этой жизни. По-видимому, что-то мне нужно было завершить, закончить. И потом появились вот эти существа. То есть сплю, и над кроватью они появляются ночью и начинают что-то делать в теле. Я думала, они меня восстанавливают после того, что я вот это вот пропила все вот эти таблетки. Но ничего подобного. Мне становилось все хуже и хуже. Сын видит, что я уже совсем никакая. Он взял меня к себе домой. И мы стали искать целителей, которые бы исцеляли. Но только мне немножко восстановят тело мое. Я вообще не болею никогда. Настолько у меня мощная энергия была. И я тогда решила узнать, в чем дело, и нашла регрессолога Сергея Ионова. Он, когда увидел, сколько у меня света внутри, почему-то так вот воскликнул, что много света. И вот он тоже начал на меня нападать. То есть тоже что-то. Эти, значит, одни, которые меня исцеляют, у них звенящая энергия, они звенят. То есть я их слышу, они у меня в голове звенят, они приходят и что-то делают в теле. Но порядка никакого, беспорядок наступил полнейший. У меня сейчас со зрением совсем плохо, ничего не вижу. Что еще интересно, меня заливает какой-то еще гадостью черной. И вся аура внутри у меня в черную точку сейчас. Тело у меня сейчас зудит все. То есть как гибридизацию уже стали мне там сотворять что-то. Так как я иногда что-то вижу, это все стараюсь чистить. Целителю мне никто ничего помочь не смог. И тогда я уже обратилась к Паулу, к Моне. И вот они очень много чего убрали с моей жизни, но именно вот эту вот привязку к этому злу, через что я привязалась, не получается убрать. Потому что они вроде как бы убирают, вроде как все хорошо. Через день приходит бригада, которая на меня нападает, скручивает руки, делает в голову укол, чтобы я уснула, и начинает там манипуляции на теле. Сердце полностью выкачивается энергия, очень мощная этим голубым. Красное у меня на голове и везде это радиация бесконечная. Ну, единственное, что обращение к Богу с утра до вечера и все время держать себе в радости и в гармонии, все время, то есть в хороших таких энергиях, вот как-то еще меня держит на плаву. Я не поддаюсь этой ситуации. Я вижу, что это неправильно, неправда, и это мне не нужно.
они влезли в мой компьютер и через меня играют в игры. Я себя заметила, один раз проснулась от того, что я в какой-то игре их не играю. Мне это тоже не нужно. И еще, если получится по времени, если получится действительно, чтобы помочь моему сыну Максиму, потому что я практически его сама затянула вот в это общество. Но я не знала, что придет Егор и будет читать непонятно что. Он же пришел с другой целью, я так думала. И когда Павел с Моной мне помогали, на сына было сильно мощное нападение. Может быть, Сергей Йонов нападал или еще кто-то, не знаю. И у него сейчас, у сына, горло перевязано, еле дышит, лечит себя всякими таблетками, чтобы это все убрать. Ну, а там дальше, я думаю, у Тараса есть текст, и он уже посмотрит по тексту, потому что у меня сейчас зрение совсем упало, не вижу, что я там еще писала, просто вот так вот рассказала всю эту историю. Еще что, сейчас стали в комнате появляться, я сейчас у сына, и у него в квартире стали появляться существа, похожие на пауков, но такие блестящие, понимаете? Вот какая-то система инопланетная, это не земная, какая-то инопланетная, потому что эти вот блестящие точки на потолке, блестящее какое-то существо такое. Все дело в том, что они мне вставили в глаза иголки свои и блестящие какие-то зеркала, чтобы я их видела. Поэтому это все блестящее, я вижу все этих существ. Я слышу их звучание этих существ. И я понимаю, даже слышу по звучанию, кто пришел действительно мне как-то более-менее помочь, чтобы я уже выжила в этой жизни, а кто пришел сделать мне зло. То есть я уже это даже стала распознавать, их по звучанию. То ли эксперимент такой идет над всем человечеством, и сейчас у нас город Одесса вообще полностью, никто никуда вообще не выходит. Так что все сидят дома. И эти существа имеют очень большое, так сказать, поле деятельности. Делай с людьми все, что хочешь. Конечно, я хочу от этого всего уйти. Ну, как это сделать, я не знаю. Я все время, я же рисую. И вчера я достала свой прежний рисунок, и вдруг этот рисунок меня стал исцелять. Но они тут, как тут появляются, и тут же закрывают мне голову. Они мне в мозгах тут все закрывают, как пленка такая, щит какой-то на голове, чтобы я не видела, чтобы я ничего не соображала. Но у меня же 10 лет творения никуда не уходит, поэтому оно все равно идут какие-то идут понимания, что и как происходит, и я стараюсь вытащить себя из этой ситуации. Но сложно получается понять источник этого зла и почему надо мной эксперимент, хотя Иисус Навин обещал защиту, он обещал защиту. Мария, а вы понимаете, что все, что у вас внутри происходит, происходит по вашему разрешению? Конечно, конечно. Вот смотрите, вы говорите, что вы различаете, кто приходит вам навредить, а кто приходит вам помочь. Вы думаете, что вам кто-то приходит помочь таким образом? Ну, я ощущаю легче, мне становится как-то сознание возвращается. Ну, а может быть, это уже несколько тут систем на Земле, которые, значит, передают друг другу в руки это тело, которое делает эксперимент. Вы должны сейчас осознать, что в борьбе за вашу свободу на вашей стороне только вы. Конечно. Все только в ваших руках. Я даже не сомневаюсь. Только в вас. То есть, если вы обращаетесь к кому-то, вы говорите молитвы с утра до ночи, это означает, что вы декларируете: я не имею силы. Понимаете? То есть, если вы хотите действительно освободиться, вы должны взять
ответственность за свою жизнь и за всю эту ситуацию именно только в свои руки. Конечно, я согласна. Хорошо. Да, да. Я на все согласна, потому что другого нет пути. Правильно? Почему, да. Почему вы решили обратиться к этому Егору? Да, я очень хочу освободиться, я очень хочу от этой почему вы, Мария, скажите, пожалуйста, почему вы решили обратиться за помощью к этому Егору? Чисто материально. У него не очень дорого. А у меня как раз не очень, я же пенсионерка, да? Вот. Поэтому мне подошло по деньгам. Ну, это понятно. Нет, вы скажите, какая проблема у вас была? Что вы хотели решить? Что он обещал вам помочь? В чем? У него там на страничке написано, как он все время там писал, как он кому что помогал. И при том там люди писали отзывы хорошие. Я полгода наблюдала за ним, за его страничкой, и отзывы хорошие. И я да, мы знаем, как пишутся хорошие отзывы, это мы в курсах уже видим. А проблема у вас какая была? Ну, я же теперь знаю, кто есть кто, Виктория. Понимаете? Вот. Я же тоже думала, что я Елене, кстати, тоже заказывала сеанс, думала с вами там встретиться, вот теперь. Вот. Но она мне предложила Ингу. Вот. Говорит, это богиня, она там лучше, все. И тут же, вот смотрите, как интересно, я пошла платить. Мне не хватило денег. Я вернулась домой. И тут же у меня письмо от Людмилы Бондарь, которая меня предупредила и дала ваш ролик. Понимаете как? То есть все равно светлые силы все равно поведут туда, куда нужно. Вот. И я уже слушаюсь, понимаете? Я уже слушаюсь. Я уже все не себя светлые слушаю, силы у вас внутри. Да, так что вот так вот, благодаря Людмиле Бондарь, я с вами вот сейчас и с Тарасом встретилась. Вот такая очень интересная у нас встреча. И при том эта Людмила живет в Киеве. Вот, ну вообще все супер. Вот. Так что я все принимаю, все свои ошибки. Я уже, честно говоря, и рыдала, и стирала себе эти ошибки, и давала свет и любовь, и понимала. И вот каждую секунду я все время что-то нахожу, и это все хочу убрать. Я хочу, чтобы в моей жизни была благостная. Вот еще что. Была какая-то жизнь у меня, в которой я была в мае. Майя, было племя Майя, или где там была. И я там что-то делала на крови, то есть меня куда-то, то есть в каких-то ритуалах я участвовала нехороших. Но было ли это так или не так, я не знаю. Но рыдания у меня внутри от этой ситуации до сих пор остались. Ну, давайте будем смотреть, что там у вас творится. Отключите, пожалуйста, микрофон. Так, у меня что-то уже слух падает. Микрофончик отключите, пожалуйста. Еще что с этим абсолютом, тоже убрать эту связь с абсолютом, потому что мне даже подключили специально к нему. Кто? Через сайт Возрождения, через Абсолют. Это Марта, это Галина Иванова подключила. И еще что я хочу очень попросить, пожалуйста, чтобы можно было почистить дом и квартиру. У меня сестра Татьяна Ганевич и Галина Бельская очень непростые существа. Хочу полностью от них освободиться, от их нападений, вот так можно сказать. Все это завязано на этом доме, на этом наследстве, хотя они все свое получили, но у них жажда забрать дальше еще остается. И получается, что у меня со всех сторон меня бьют, и нету, честно говоря, ни одного дня покоя ото всех. Ну, наверное, так. Там у Тараса есть еще дальше, он прочтет все аспекты. Ну вот самое главное я озвучила. Благодарю. Хорошо, давайте посмотрим. Отключите микрофон, пожалуйста.
Вика, ты готова? Мгм. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 5. 4. 3. 2. 1. Так, что ты видишь? Где ты находишься? Я нахожусь в нашем рабочем пространстве. Так, посмотри, нам кто-то мешает? Кто-то следит за нами? Я вижу, что мы очень сильно повысили вибрации, и наше рабочее пространство как-то зажато между, вот, скажем так, твой огонь и мой огонь. Вот как-то так очень сильно повышенные вибрации. И вот рабочее пространство вот здесь находится внутри, и я его как бы закрыла в какую-то колбу защитную. Так, мы можем перенести наше рабочее пространство выше? Да, это Давай. наш офис, и мы его переносим в абсолютно чистое пространство. Да, хорошо. Перенесли? Да. Хорошо. Теперь на счет 3 в эфирном пространстве найди эфирное тело Марии. Мария. 1, 2, 3. Что ты видишь? Я вижу, она такая маленькая, там где-то в черном портале внутри этой колбы. Но мне что хочется сделать, так в первую очередь почистить пространство от всех зеркал, от отражателей, искажений, На счет а 3. также колдовских защит на снятие колдовства. Так. Вика, на счет 3 наше рабочее пространство очистится от всех эфирных ловушек, кривых зеркал, искажений, морока, от всех защит на снятие колдовства и магии. 1, 2, 3. Мгм. Сейчас я вижу, что Мария проявилась. У нее вот эти зеркала, которые ей поставили, на самом деле ей поставили это зеркала не для того, чтобы она кого-то там видела, а чтобы ее не видно было. Ага. Я говорю, что эти зеркала стоят по ее согласию и по ее воле. Что она сейчас может зайти в тот момент, когда она решила, чтобы эти зеркала находились в ее пространстве. Перед этим событием, перед этим решением зайти в этот момент и изменить это решение на запрет вторгаться в ее пространство и ставить какие-либо предметы и зеркала в том числе.
Угу. Я вижу, что она, как будто бы или она, или кто-то снимает эти зеркала и положил так сбоку. Сейчас я говорю о Марии, чтобы она раскрыла свою ментальную карту, показала, что в каком секторе у нее находится. Считай эфир. Угу. И спроси разрешение на работу с ней и для нее. Да, это она. Я говорю, почему она разрешает, чтобы сейчас на нее воздействовали, пусть запретит. Ее так руку сжали, у нее правая рука зафиксирована в браслете. Угу. Это идет подключка от ЕГЭ. Угу. Сильно идет воздействие, сжимается ее рука. Я говорю, чтобы она ее разжимала, этот браслет, и пусть прикажет Елене убрать этот браслет, пусть себе на шею прицепит. Я говорю Марии, чтобы она зашла в тот момент, когда она решила записаться на сеанс к Елене. Пусть она зайдет перед этим решением. Угу. За секунду до этого. И изменит его. Вот. И браслет падает. А сейчас я говорю Марии, чтобы она приказала, чтобы Елена убрала немедленно этот офис этих сущностей, которые следят за ней, чтобы она убрала немедленно все эти прослушки, подключки, техномагические воздействия вместе с защитой на черную магию. Пусть себе забирает. Я вижу, как эта защита, это то, что мы раньше считывали, как я считывала, да, как дух, вот эти мухи. Это Да. На самом деле защита на черную магию, которой занимается Елена. Угу. Я говорю, чтобы Мария повышала свои вибрации, потому что это ее личное пространство. И вот эту кастрюлю пусть оденет Елене на голову с этими мухами. Угу. Также пусть эту иглу морозящую Елене отдаст. Пусть Елена себе ее съест, в глаза, куда хочет засунет. Пусть своими богинями там поделится этим добром. Я вижу, как этот портал с этой глаз этот. Я говорю, что Мария сейчас может запретить считывать ее эфирные ДНК, выколоть этой гадюке глаза, потому что ее пространство, и что она хочет, то и делает. Пусть берет эту иголку, которая торчит, и этому глазу просто в глаз. Может сейчас сжечь это все, а пепел выбросить в портал, отсечь от себя и в портал все выбросить на утилизацию. Она этого не заказывала, Марии этого не нужно. Я говорю Марии, чтобы она сейчас вернулась в тот момент, когда она впервые увидела ролики Елены Гиллион на YouTube, ее фотографии в Фейсбуке и стерла всю эту информацию. Она никогда не подключалась к этому эгрегору катастрофизма, Армагеддона и к этим черномагическим воздействиям. Она стирает, я говорю, чтобы эту использованную черную тряпочку выбросила в портал. Угу. Сейчас я Мария спрашиваю, что это у нее черное под ногами. Я говорю, чтобы она позвала сюда всех этих своих интерферентов, вот этих красных, голубых. Я приказываю всем немедленно встать, немедленно, под банками. На счет с 3 отражателями. 1, 2, 3. Так, мне приходит 6,
банок я вижу, что 2 банки красные. Одна вот отсюда самая последняя, какая-то прозрачная, там другая сущность, как серый, только прозрачный. Там такие красноватые, 3 голубые. Я спрашиваю, кто у них главный. Они показывают, говорят, Егор. В секторе колдовства и магии показывает на него. Я сейчас говорю Марии, чтобы она показала, как идут подключки от Егора, чтобы она его на эти подключки одела зажимы везде. Ее подсознание знает и умеет все. Пусть она поставит эти зажимы и прекратит отток энергии. Угу. Ее энергосфера увеличилась. Я говорю, что она сейчас может образовать специальный экран, шланг, по которому выпустит из своей энергосферы все чужеродные энергии и воздействия, отдаст их туда и тому, кто это все поставил. Я вижу, что в ее энергосфере очень много какой-то красно-оранжевой энергии. Она ее спускает, и она уходит в сектор интерферента. Сейчас ее энергосфера стала прозрачная. Я говорю, чтобы она поставила зажим на этот шланг, потому что она богиня в своем пространстве. Никто не имеет права ей что-то здесь делать. А если кто-то что-то делает, это означает, что она разрешает. Я ее спросила, как она себя чувствует, она сказала лучше. Тогда я говорю, чтобы она посмотрела на все свои решения, как они выглядят у нее перед глазами на внутреннем экране. Сейчас я говорю, чтобы она обратила внимание, когда она впервые решила себе навредить, где тут блок энергетический находится. А этого Егора, чтобы она заморозила сейчас. Угу. Она посадила его в вазу с горлышком, горлышко закрыла пробкой. Я это заморозила эту вазочку. Также я замораживаю всех этих сущностей. Также какая-то энергия идет с сектора нижних астралов. Я его тоже замораживаю. Я говорю Марии, чтобы она показала те энергии, тот блок, на который это все притянулось. Какие программы в ее энергосфере, в ее подсознании работали, которые привлекли в ее жизнь все эти события, все эти программы и воздействия. Она мне показывает сектор колдовства. Так, я отсоединяюсь от этих вот замороженных этих всех, ставлю их на второй план. Сейчас я говорю, чтобы Мария показала, мы заходим в тот момент до того момента, когда она позвала в свое пространство Егора. Это что, 2-3 года назад, да? Я говорю, пусть она покажет свое эфирное тело и покажет те энергии, которые находились в ней в то время, и которые притянули в ее пространство эти все события и все эти энергии. Тут появился какой-то абсолют со стороны колдовства и магии. Я его тоже заморозила, и тоже я говорю, чтобы она поставила этот зажим на второй план, отодвинула. Она показывает какой-то блок, стоит черный в секторе, в области гениталий, больше с правой стороны, где правый яичник. Оттуда идет подключка в сектор магии и колдовства.
Я хочу посмотреть, кто находится в этом секторе и что он там делает. Угу. Посмотри. Ключ идет как бы к родовому древу, идет к сердечной чакре, к горловой чакре и к глазам. Я хочу посмотреть, кто там находится. Приказываю, очень черная энергия, я приказываю рассеяться, включаю свет. Угу. Включился? Угу. Приказываю этой энергии или сущности, или человеку принять форму в соответствии с его ДНК. Я вижу, что это какая-то женщина, стоит, как бы нагнулась. Ну, я вижу как бы со спины. Она в какой-то темно-красной юбке. Она наклонилась, что-то как будто бы подкапывает под домом или под печкой. Вот так вот. Как будто бы одновременно вижу стену дома и снаружи, и печку, как будто бы печка с такой вот дыркой. Это символ портала. Угу. То есть открытый портал. Но я хочу посмотреть, что она там делает. У нее что-то голубое там мелькает. Угу. Я говорю, чтобы она немедленно, вот, и она увидела, что я обращаюсь к ней. Она вот встала и руки как бы за спину прячет. Я говорю, чтобы она немедленно показала, что она там делает. Я вижу, что у нее в руках 6 фигурок. 3 красные, 2 голубые, 1 прозрачная. И что она хочет сделать с ними? У нее в руках такой совок, которым выгребают золу из печи. Ну, с печки, которую дровами или углем топят. Я вижу, что, как же это называется, поддувало, да? Угу. Вот это как камин или как печка выглядит. И вот там решетка такая, а если снять решетку, там вот это колдовство лежит. Это подклад. Ага. Вот там вот эти энергии. Я так вижу, что это было перед тем, как пришел в дом Егор. А то, что Егор сделал, он просто как бы мне приходит, запечатал это колдовство. Это все рук дело интерферентов. Угу. Хорошо. Спроси эту женщину, кем она приходится, Марии. Она сразу сказала сестра. Татьяна? Да, кивает головой. Еще на кого-то показывает, кто-то стоит возле нее меньший и не проявляется как человек, совершенно черный. От этого черного, от этой фигуры черной идет черная подключка в сектор интерферентов. Я приказываю этой женщине взять этот подклад в свои руки. Я говорю, что мы работаем от имени Марии. Мария нам отдала полномочия. И наши слова, мои слова, Тараса и Марии, все однозначно одинаковый вес имеют. Она обязана выполнять приказания. Я говорю, что сейчас она находится в пространстве Марии. Она рабыня Марии. Я говорю, если она не верит, то пусть попробует уйти с ее пространства. Я говорю, беги. Она разворачивается, бежит. Ага. Я говорю, и далеко ушла. Она прижалась к стене. Я говорю, что тебе сделать сейчас? Нет, тебе эту защиту забери. Все
защиты, на разрушение магии и колдовства возвращаются тем, кто их поставил. Угу. Я спрашиваю у Марии, что Мария хочет сделать с этими колдуньями. Боятся, дрожат. Я говорю, что Мария сейчас что захочет с ними сделает. Она может их здесь засушить, и будут засушенные 100 тысяч миллионов лет сидеть. Она захочет сейчас сварить с них суп и собак накормит. Все, что захочет, потому что они нарушили закон Вселенной. Я говорю, сейчас вот не верите, я говорю, Мария, превратить их в мышей. И пусть 10 тысяч лет бегает в пространстве твоем эти мыши. А мы зайдем в тот момент, когда прошло это время, и посмотрим, что от них осталось. Угу. А ничего не осталось. Я говорю, хочешь, видишь, с тобой Мария все, что хочет, сделает, потому что ты вторглась в ее пространство, ты нарушила закон. Я говорю, кто тебя научил это колдовство делать? Черная твоя душа. Я говорю, забирай немедленно. Это приказ Марии. Забирай все воздействия, подключки, программы. Так, интересно, какая программа стоит. Посмотри, какая программа. Программа называется «Чужими руками». Что это значит? Колдовство специально было поставлено ну, не на смерть, не на болезнь, а именно чтобы замучить ее. Угу. И поэтому оно сработало таким образом, что вот этот Егор, может, Егор вообще ничего не хотел сделать, может, он вообще ничего не умеет делать. Угу. Просто его тоже могли использовать, мы тоже этот вариант. Ну, посмотрим, что происходило, когда он был. Буквально я вижу, как эти сущности проникают с другого портала, ее душат, мучат, колют, все это делают. И открытый портал, а ну спроси Марию, пусть она кивнет головой, есть ли у нее открытая печь какая-то с поддувалом или камин в доме. Мария, есть у вас печь в доме? Просто кивните, да или нет. Не слышу. Сейчас, подождите, я включу микрофон. Не включу, вы должны включить. Просто кивните. Есть печка в доме? Не слышно, не слышно. Ну ладно. Не будем отвлекаться. Угу, ладно, хорошо. Слышно? Да. Скажите, печка в доме есть? Печка была, но ее сейчас нет. Ее давно убрали, 20 лет ее нет, этой печки. Но она Хорошо. была. Хорошо. Так. Я спрашиваю о Марии, видит ли она, что происходит в ее пространстве. И сейчас пусть она посмотрит на тот момент, когда она разрешила этому колдовству проникнуть в ее пространство. И сейчас она может вернуться перед этим моментом и поменять свое решение. Они смотрят друг на друга. Я вижу, как эти энергии просто отходят от Марии.
Я говорю, чтобы Мария приказала, чтобы эти ведьмы забрали себе, потому что на самом деле мы не знаем, кто это и как это было сделано, потому что это могло быть и 30 лет назад, это могло быть и недавно в эфирном пространстве, возможно вернуться в прошлое и сделать все, что хочешь. Главное, что Мария сейчас может приказать этим колдуньям убрать все их воздействие, программы, также все защиты на снятие колдовства. Пусть приказывает им забрать все, что они поставили, вместе с этими последствиями. Я вижу, как они собирают в такой, как какая-то шкатулка, собирают этих сущностей, которые находятся в секторе интерферентов. Я говорю, чтобы Мария проверила, чтобы все они забрали, этих сущностей, закрыли этот ларец. Сейчас я говорю Марии, чтобы она отдавала все эти подключки вот от желудка к третьей чакре. Это говорит о том, что это родовое проклятие. Она им отдает. Чтобы она вот этот блок, который находится в области правого яичника, вот так вот, она чтобы отдавала. И там засияла сейчас. Я говорю, чтобы она все эти подключки с пятой чакры, это блокирующую энергию с головы, чтобы она все отдавала этим колдунам, приказывала все забирать себе, своими руками заберут, а я хочу это видеть. Да, они стаскивают. Я говорю, не прикасаться к энергосфере Марии. Пусть себе забирают этих сущностей. Пусть это колдовство и защита на снятие, пусть себе забирают. Нам этого ничего не нужно. Так, я говорю, пусть все уберут. Я говорю Марии, чтобы она отказывалась от всех тех программ, которые она разрешила поставить на свои органы зрения, на все органы. Пусть она все отдает, все последствия. Пусть она сейчас войдет в каждый из тех моментов, когда она разрешила какое-нибудь вторжение в свое пространство, какое-нибудь воздействие и отменит это все. Но этих воздействий было очень много. Я говорю сейчас, чтобы Мария повышала свои вибрации, распространяла свой свет по всему своему телу эфирному, энергетическому, физическому, отдавала все эти воздействия этим колдунам. Вот оно связалось, вот получилось такой черный мешок. Я говорю, карму никто не отменял. То есть этим людям даже карму некуда слить. То есть это настолько большое колдовство, что это, ну, их настигло. Сейчас я говорю Марии, чтобы она все это сожгла в своем пространстве, отправила остатки в портал. Пусть она сжигает, ничего не было. Я говорю, она может спичками сделать, она может транспорт включить огненный, все, что она хочет, бомбу атомную сюда бросить. Я вижу, что она бросает атомную бомбу, и это все уничтожается. Сейчас я говорю, чтобы она это все пространство, эти все остатки отправила в портал. Портал она закрывает, и я вижу, что буквально заколачивает. Так, сейчас это все, она вот так, какие-то энергии, как будто бы ее тянут, прозрачные такие. Так, кто там у нас следующий? Так, сейчас, наверное, с этим Егором нужно разобраться. У нас там замороженный. Так, мы его размораживаем, пусть он тут стоит, книжечки свои читает. Он стоит в секторе магии и колдовства.
Я говорю Марии, что сейчас она может... Видит ли она, что этот человек служит как бы темным силам? Пусть она посмотрит, куда идут подключки от этого человека. Вот. Сейчас я приказываю энергии или сущности, к которой подключен Егор, явиться на наш экран. Не надо самому являться, пусть на экран. На экране появляется муха, матка, называет себя Абсолют. Понятно. Отправляем ее обратно. Сейчас я спрашиваю у Марии, видит ли она, кого она в дом пригласила. Человека, который фактически является рупором антимира, врага человечества, матки этой, или как еще она себя называет, Абсолюта. Она и права, эта муха, потому что она захватила власть на нашей планете, абсолютную власть над теми, кто послушается ей, кто проявляет ей послушание, и кто является порталами, через которых, то есть люди-порталы. Но она сильно себе льстит. Очень много людей отказывается от ее абсолютной власти. Я говорю, не хочет ли Мария случайно пойти в тот момент, когда она решила, приняла какое-то решение в своем подсознании, в рациональной части, чтобы пригласить этого Егора в свой дом, чтобы он эти книжечки читал. Он сильно начинает уменьшаться. Я говорю, что она может зайти именно в тот момент перед этим своим решением и своей волей отменить то первое решение и удалить этого человека с его подключками из своего пространства. Сейчас она буквально вырвалась в другое пространство. Я говорю, чтобы она сожгла, отсекла это все. Пусть прикажет этому Егору убираться в тот портал, откуда он явился, вместе со своими книжечками, заклинаниями. Я говорю Марии, что она волей, силой своей воли изменяет все в своей жизни. И сейчас она должна пройтись по всем этим событиям и отменить все те прошлые события, связанные с этими подключками, с этими воздействиями, с этими энергиями. Потому что она отменила все те причины, которые являлись исходными пунктами всех этих воздействий. А это означает, что она отменила все те события, которые предшествовали сегодняшнему дню. Его не было. Я говорю, чтобы она стерла со всех информационных полей всю информацию об этих воздействиях, этих событиях. Вот я вижу, что стираются вот эти попытки самоубийства. И все уходит в сектор колдовства и в сектор интерферентов. Я говорю, чтобы она удаляла все эти черные энергии своего пространства. Ничего не было, отсекала, сжигала все эти подключки, энергии, закрывала все порталы. Так, идем дальше. Сейчас я смотрю, что ее энергосфера, она как-то вот так не упругая, а такая широкая какая-то, знаешь, она как будто бы села отдыхать. А энергосфера повторяет ее вот эту форму, знаешь, руки вот так. То есть она такая непрочная. Я говорю с Марией и спрашиваю ее, куда она девала свою энергию. Где энергия ее подевалась.
Я говорю, что в ее, где ее механизм образования энергии, где ее генератор, где ее душа. Что-то потемнело очень у нас. Так, откуда воздействие идет? Я приказываю всем воздействиям уйти туда, откуда они пришли, из сектора интерферента. Угу. Давай включим свет. На счет 3 включится яркий свет. 1, 2, 3. Мария как будто бы стоит на коленях и что-то там выискивает, как будто бы в дырочке какой-то мышки. Я говорю, что она там ищет. Она мне показывает, куда ушла ее душа. Я говорю, не нужно тут лазить на коленях, просто нужно свою душу позвать. Но перед этим, чтобы призвать душу обратно, нужно посмотреть, что вместо души лежит. Как говорится, святое место пустым не бывает. Я говорю, чтобы она отвела нас в тот момент, когда она заключила контракт на отмену, на обмен своей души. Не имеет значения, это было по ее собственной воле, или это было по обману, или через ее попустительство. Каким образом она разрешила этим сущностям вторгнуться в ее пространство. На счет 3 Мария покажет именно этот момент. 1, 2, 3. Так, давай сначала уберем все зеркала, потому что страшные картинки идут. Хочу проверить, правда ли это или нет. Я сейчас, давай сначала сделаем вот это, знаешь что? Пусть явятся сюда все интерференты Марии. На счет 3 приказываю всем интерферентам Марии появиться. 1, 2, 3. Так, первый спрут, второй показывается как какой-то бог квадратный. Так, что за бог такой? И я приказываю ему принять форму в соответствии с его ДНК. Это я видела такой бог, поклоняются то ли ацтеки, то ли майя какие-то, как-то его имя такое. Он такой квадратный, с такими вот рисунками какими-то. Но когда я приказываю ему принять форму в соответствии с его ДНК, то я вижу, что это рептилия. Я спрашиваю, кто его босс. Он показывает на спрута. Я спрашиваю, кто ему помогает. Серый проявился. Маленький серый. Я их всех в отражатель. Сейчас я спрашиваю у Марии, видит ли она вот эти все зеркала вокруг своей энергосферы. Вот эти линзы, которые находятся у нее на глазах. И я спрашиваю ее, верит ли она себе или верит этим лживым интерферентам. Я говорю, кто поставил вот эти все отражатели и зеркала? Пусть она им отдаст эти отражатели и эти зеркала. Она положила. Я говорю, чтобы она сняла эти линзы своих глаз, положила туда, возле ног этих интерферентов, чтобы она сейчас включила яркий свет в своем пространстве, который этот свет поможет ей считывать информацию правдивой, честной, не закрывать глаза истиной.
чтобы она сама себе не лгала. Она снимает с головы огромный имплант и положила это перед этими интерферентами. Я говорю, а вот сейчас, чтобы она приказала этим интерферентам немедленно забрать все эти подключки, эти воздействия и эти импланты, чтобы она отключилась от этих воздействий, этих интерферентов, отключила вот этот, вот она отключает режим искажений. Угу. Сейчас я говорю, чтобы она вышла с этого пространства их воздействий, закрыла их в мешок, вот черный шар, а я замораживаю это все. И также тянется в сектор колдовства, с этим вот все я замораживаю. И сейчас я говорю с Марией, видит ли она, какие воздействия, что происходит в ее энергосистеме. Я вижу, что она дрожит, как бы теряет энергию. Я спрашиваю, где ее душа? Я говорю, что сейчас она может призвать все частицы своей души, вернуться к ней, собраться в единое целое, со всех тех пространств, зазеркалий, со всех тех мест, где они есть, где она их растеряла, раздала, продала, не имеет значения. Она хозяин своих энергий, и сейчас она может их всех вернуть, предварительно пропустив через фильтр и отбросив обратно туда те энергии, которые ей не принадлежат. На счет 3 Мария это все сделает. 1, 2, 3. Я вижу, что она начинает сильно расти, и в ее сердечной чакре как бы зажигается такой, ну вот это свет души. Угу. И от этой души идет такая подключка в сектор магии и колдовства. Я говорю, что сейчас она может отсоединиться от этой магической структуры, поставить на этой подключке тоже зажим, перестать отдавать энергию, перестать принимать в себя информацию, которая идет с этих порталов. Я говорю Марии, чтобы она показала тот момент, когда она подписала контракт с этими интерферентами, с этим колдовским эгрегором, и разрешила этим сущностям вторгнуться в ее пространство и взять верх, командовать ее жизнью вместо нее. Я говорю, чтобы она показала, кому она отдавала свою душу. Показывает? Угу. Я вижу, что это идет поклонение какому-то божеству с рогами. Я хочу посмотреть, что происходило на физическом плане. Посмотри, что происходило на физическом плане. На физическом плане я вижу, что вижу человек с перьями на голове, но как какой-то индеец, то есть племя какое-то индейское. Майя, да? Ну, это не майя, это другое какое-то. Так, что там происходит? Я вижу, что этот человек приносит жертву, ну не человека, а животное. Угу. Он вырезает сердце. Я хочу посмотреть, кто это, человек или это животное.
Это животное, похоже на какого-то ослика, что ли. И этот человек приносит эту жертву, как-то огонь делает этому божеству. Его племя там тоже есть. Я сейчас спрашиваю Марию, помнит ли она, что это действительно происходило в ее жизни, пусть она откроет свою генетическую память. Или это те зеркала, которые ей показывали. Она говорит, что это ее. Я говорю, каким образом эти ритуалы послужили этим подключкам и этим блокам в ее энергосфере. Она показывает много животных. Я спрашиваю, приносила ли она в жертву людей. Приносила? Она показывает одного мальчика. Я спрашиваю, она как бы боится признаться себе. Я говорю, что бояться не нужно, потому что если она хочет, она может все это проиграть обратно, вернуть. Я спрашиваю ее, что случилось с ней в тот момент, почему сейчас это имеет такую силу. И она показывает, что вот она находится сама у себя, как бы в секторе колдовства и магии. И вот этот шар, вот эти шары, помнишь, бомбочки мы видели от Елены постоянно? Да. Это как раз символ кармы, которую некуда девать. То есть это происходит тогда, когда человек как бы заключает договор с темным порталом, с темными, в народе, как говорится, продать душу дьяволу. И когда человек соглашается отдавать свою душу на каких-то взаимовыгодных условиях, а тут я вижу, что этот человек принес в жертву много животных и одного человека. То есть души этих животных попали в лапы этим сущностям с этих порталов. И таким образом карму некуда девать. Я говорю, как думает Мария, что нужно сделать с этими событиями? Она говорит, аннулировать. Я говорю ей, чтобы она пошла именно в тот момент, когда этот человек, который жил когда-то в тех племенах, который приносил в жертву этих животных и этого человека, и пусть расторгнет тот контракт. Я вижу, что это был момент посвящения. Как вождь или кто-то такой грозный посвящает этого жреца или кто-то. Он ему, момент посвящения. Также вижу, что были использованы какие-то наркотические вещества. И под воздействием этих наркотических веществ, вижу, происходит
события на подсознательном уровне. Я сейчас хочу пойти в тот момент и посмотреть, что происходило на эфирном плане, как произошло подписание контракта. Посмотри. Я вижу картину, сейчас не понимаю, как это. Вот этот бог, так называемый, да, божество такое, на самом деле это рептилия с рогами. Вот. И этот человек, этот жрец приносит сердце этого животного или этого мальчика. Почему-то одновременно и то вижу сейчас. И эта рептилия дает взамен как бы другое сердце. Оно такое имеет вид, оранжевый цвет, такой, как эти сущности, то есть такие же энергии, как те сущности из банок, которые там ее мучили. И эта рептилия дает вот такое большое сердце, оно выглядит как раскаленное железо. И я вижу, что во время этого дурманящего какого-то напитка и курений, это все как помутнение разума происходит. То есть эфирное пространство смешивается с нашим, то есть идет взаимное проникновение пространств. Вот. И этому он же и колдун, и он же жрец. Как будто бы вкладывает в душу это железное расплавленное сердце, и его душа просто выскакивает в этот момент и уходит к этой рептилии. Она хватит ее вот так и словила. Сейчас я говорю Марии, видит ли она, что происходит в ее эфирном пространстве, как произошло замещение ее души, ее живого сердца на какое-то раскаленное. Я говорю, не хочет ли она пойти и поменять это таким образом, как она хочет. Как она это хочет сделать? Вижу сейчас, как происходит подписание контракта, и этот жрец пишет, что он приносит в жертву души других, то есть животных и людей. Я говорю, что она сейчас может пойти перед этим моментом, когда она решила подписать этот контракт, потому что это ее жизнь, оно все здесь висит, эти все соглашения до сих пор. Она просто может их заменить. Я вижу, что она прокручивает это обратно, как пленку фильма в обратном порядке. Как эта козочка, как олень, похоже, побежала. То есть она не убила это животное. И я вижу, что этот жрец приходит, и вот этот, как кинжал, такой меч короткий, левой рукой воткнул в этот контракт черный, идет подключка в сектор интерферентов, и все как будто бы течет кровью. И он пишет какой-то палочкой, красными буквами светящимися, расторгаю. И это все меняется. Я вижу, как этот сектор интерферентов исчезает, душа возвращается обратно. Я говорю, а сердце вот это каменное, раскаленное, уходит. То есть все, сердце этого животного, животное живое, сердце каменное или железное, распеченное туда-обратно,
А душа, я говорю, чтобы она вернула только те энергии, которые ей действительно принадлежат. Пусть она профильтрует все частицы души, все загрязнения пусть возвращает, все чистую энергию свою собственную, которая соответствует ее ДНК, возвращает. Угу. И сейчас она как будто бы вот встает откуда-то, и у нее грудная клетка просто заживает, а то была такая как раскрыта, и такие швы были видны, и такая как рана зияла. Она закрывает это. И подключка к сектору колдовства уходит. Я говорю, чтобы она отсекла все эти последующие моменты в ее прошлом воплощении. Так. Я вижу, что она меняет это событие, и она вообще не жрец. Она играет на такой какой-то такая длинная трубочка. Так, хорошо. Как сейчас она выглядит в эфирном пространстве? И вижу, что она какие-то энергии, вот как будто бы к ней привязаны на уровне сердечной чакры. Какие-то люди как будто бы привязаны к ней. Я говорю, чтобы она этих всех людей, которые кружатся против часовой стрелки, как будто бы они вот так вот пляски какой-то, что ли. Я говорю, чтобы она их убрала, сейчас выставила за пределы своей энергосистемы, и сейчас мы посмотрим, кто они. Я вижу, что это какие-то духи предков, она так их называет, которые фактически уличают ее душу, ее Марию в том, что она предала духа предка. А я говорю, что она думает по этому поводу. Она их вот так вот махнула, и они все полетели в сектор интерференции. Я говорю, чтобы она отсекла от себя все те привязки с прошлых воплощений ко всем сущностям, людям. Пусть она отпустит на волю все те животные и всех тех людей, которых она приносила в жертву. И я вижу, как вот этот шар черный, который был в секторе интерферентов, в секторе колдовства и магии, вот это как карма, образовался портал, и все опустошается, этот черный шар. Угу. И этот образ этого человека с перьями уходит. Я говорю, чтобы она это уничтожила. Он просто рассыпается, как пепел. Я говорю, чтобы она стерла с лица земли и со всех информационных полей вообще об этом событии какие-либо воспоминания. Ничего не было. Всю информацию, чтобы она стерла. Потому что она в том воплощении была мирным пастухом. И никакого отношения ни к магии, ни к интерферентам она не имела. Угу. Хорошо. Также пусть Мария уберет подключки и привязки от таких людей, которых я сейчас назову. От сестры Галины, ее детей Таисии и Владимира, старшей сестры Татьяны, ее детей Ирины и Любы. Да, я говорю, чтобы она их всех поубирала. И вообще всех людей, которые находятся в ее энергосфере, она должна освободиться, потому что человек свободный, должен быть свободный от всех энергетических привязок, подключек. Сейчас я вижу, как она взмахивает крыльями, но у нее ноги как-то связаны, как будто бы проволокой какой-то. Я вижу эту сущность и снова слышу абсолют. Я говорю, что Мария может вернуться в тот момент, когда она решила подключиться к этому абсолюту.
И вижу какая-то фигура векторе магии и колдовства. Две фигуры. Одна белая, одна черная. И идет подписание контракта, а также какая-то церемония, то ли посвящение, то ли чего-то в эфирном пространстве, какое-то торжественное событие происходит. И я вижу, что в этот момент Мария выглядит, как будто бы она мне показывает, как она вот какой-то конус, ее энергосфера принимает форму такого конуса. Ну, это так похоже, как будто бы вот свернул так бумажку трубочкой, сделать кулек такой. Вот что-то такое искусственное, неправдоподобное, такая конструкция, как будто бы из бумаги сделана. И сзади у нее 4 или 6 крыльев. Крылья, крылья, крылья. Вот. Я спрашиваю Марии, видит ли она, что на самом деле происходит. Пусть она посмотрит, кто это Абсолют. Я показываю ей на экране. Это муха, матка. Вот. Я спрашиваю Марию, хочет ли она все еще заключать договор с антимиром, с врагами человечества, или она хочет передумать это, изменить это событие. Но я вижу, что она очень сильно начала терять энергию. Я говорю, ну, конечно, потому что это очень ядовитые энергии. Я снимаю все защиты на снятие колдовства, отдаю их тем, кто это поставил. Я вижу, как эта женщина, которая там находится в секторе магии и колдовства, она тоже одета как-то по-дурацки в такую бумажную штуку с крыльями. Я говорю Марии, что она может вернуться в тот момент, когда она еще не приняла решение подключиться к этому абсолюту или как абсолютше, скажем так, и изменить это событие. Я вижу, что она спешит, она расторгает этот контракт, отдает это посреднику. И посредник, типа в беленьком одетый, с черной энергией рядом, служителем. Ну, с тем духом, который исполняет ее колдовские намерения, скажем так. Она расторгает этот контракт, и это уходит. Я говорю, чтобы Мария освобождала все свое пространство, приказала этим колдунам забрать все подключки, программы, энергии, и они забирают вот эти такие, как будто бы липучками какими-то. Это этот фасад, как будто бы ангела, что ли. Это все уходит. Ну да, сейчас я увидела, что это такое. Это как будто бы престол этой мухи, этого инсектоида, а как будто бы вокруг этого престола стоят такие существа, которые находятся так вот по кругу с крыльями, много крыльев, у них 6 или 4, вот крыло, а под низом еще крыло. Но это все фикция, эти все служители называются как бы серафимы, что ли, я слышу серафими, это все фикция. На самом деле этого нет, потому что это все как бумажный антураж. Я говорю Марии, что она может сжечь эти бумажки и посмотреть, что внутри находится. А внутри находятся люди, все черные. То есть их души черные, пропавшие души. А сверху им рассказывается, какие они светлые, как они высоко летают и как они служат свету.
Да. Я говорю Марии, чтобы она убирала все это, если она хочет. Она убирает, оно как стягивается, как огромный шар прозрачный, гелевый какой-то. Я говорю, чтобы она освобождалась полностью, выходила с этого пространства, а это все сжигала, уничтожала и отправляла в портал. Ничего нет и ничего не было. Это все уходит. Я говорю, чтобы она отправляла в портал, сжигала и остатки в портал отправила, закрыла портал. Она закрывает портал. Так. Изрядно измученная. Я говорю, не хочет ли она отдохнуть случайно? Она говорит, что хочет. Я говорю, что она сейчас может пойти в то место, где самый лучший отдых может найти. Это отдых для своей души. Я говорю ей, что в ее памяти, в генетической памяти есть то время и то место, где она себя может найти. Абсолютно полной энергии, чистой, свободной, гармоничной, фрактальной энергии чистой святой Вселенной. Она ныряет в эту память, вынырнула. Я говорю, что она может зайти еще дальше, еще ближе к первоисточнику. Да, вынырнула. Сейчас я говорю, что она может полностью набраться этих энергий абсолютной чистоты, святости, энергии жизни, набраться полностью наполнить все свое личное пространство и вернуться к нам на рабочий стол. Угу. На счет 3 она это сделает. 1, 2, 3. Она вернулась. Так. Как она выглядит сейчас? У нее какие-то как будто бы струны. Я говорю, что это такое за инструмент у нее в руках? И я вижу, что у нее как будто бы лапки, вероятно, это гибридизация, у нее как будто бы лапки, и она как будто бы скрипку какую-то держит и пиликает какую-то музыку. Я ее спрашиваю, что это такое? Она говорит, что ее заставляют. А я спрашиваю, кто? И я вижу, что у нее от головы идет такой с правой стороны подключка в такой, мне приходит кабинет. Я вижу, что там это как офис. Я говорю, кто управляет этим офисом? Почему она его оставила? Угу. Это связано и с сектором колдовства, и с сектором интерферентов. Я говорю, хочет ли она эту скрипку оставить или хочет отдать. Я вижу, как она отдает эти струны, эту скрипку. Я говорю, что она может отдать всю свою гибридизацию этим сущностям, пусть забирают. И она вот так вот снимает и передает туда, в этот офис. Я говорю, чтобы она, вот у нее глаза сейчас как будто бы вот такими сотами и усики. Я говорю, что она может поднимать вибрации абсолютно чистой Вселенной, чистой и свободной, и уничтожать в своем пространстве всю гибридизацию, все подключки, все, что ей не принадлежит, как светлой, чистой душе. Она расторгла все контракты во всех воплощениях. Она вернула свою душу, и она может сейчас приказать всем этим воздействиям уйти навсегда. Я вижу, что она покидает это пространство с этим офисом, так называемым. Я говорю, чтобы она убрала это пространство, почистила его, сожгла и в портал остатки выбросила и закрывала этот портал. Она это закрывает и выходит в другое пространство. Я говорю, что она может подниматься в такие пространства, чтобы она была недосягаема.
вибрационно до тех энергий, которые были в ней раньше. Я говорю, что сейчас она может остановиться, просканировать все свое эфирное тело, физическое, энергетическое, взять этот эталон, который она принесла с чистой Вселенной, сканировать его, сопоставить как эталон абсолютной чистоты и привести к этому эталону все свои энергии, все вибрации ее души, подсознания, эфирных тел, а также восстановить целостность и структуры своего физического тела. Я говорю, чтобы на 3 она полностью излечила все свои эфирные и физическое тело, восстановила целостность своих энергетических структур. Хорошо. Пусть Мария готовится, и на счет 3 она проделает всю эту работу. 1, 2, 3. Да, я вижу, как эта гибридизация буквально шкварчит. Я говорю, чтобы она уничтожала все то, что не принадлежит светлой, чистой душе, абсолютно свободной, что она может выбросить все те низковибрационные энергии или просто их перемодулировать, потому что это ее пространство, и она может сделать все, что она хочет. Я вижу, что она сливает какие-то блоки черной энергии. Я говорю, что она может убрать из своего пространства все то, что ей мешает быть свободной, красивой, счастливой, успешной. Так. Получается? Получается, но снова не очень. Где-то она свой потенциал снова потеряла. Снова ее энергосистема, энергосфера сдулась. Так. Спроси у нее, что не так. Она снова стоит, как будто бы ищет свою душу. Я говорю, а где же ее душа? Я говорю, чтобы она исправила все изъяны в своей энергосистеме. Она знает на уровне памяти, подсознания, она знает, в чем причина, и она может эту причину сейчас убрать. Она сейчас как будто бы начинает увеличиваться и одновременно с кем-то воевать. Я говорю, что сейчас она может поставить всех этих воинов, с которыми она воюет, на наш рабочий стол. Я вижу, что это явились эти сущности голубые, оранжевые и прозрачные. Я говорю, каким образом они явились после того, когда она им запретила находиться в своей энергосфере. Сейчас я говорю, что она может их всех положить и отрубить им головы, повить их на салат, заправить антивирусом. Я говорю, что она сейчас вот их порубленных может сбросить в кастрюлю, вот, залить это все антивирусом. То есть я говорю, чтобы она эти энергии считала, сняла код этих энергий, этих всех сущностей. Также считала код эфирного ДНК чистых, абсолютно чистых, свободных энергий. Смешала это все и создала иммунитет на эти энергии, на эти воздействия. Антивирус так называемый. И вот этот иммунитет, пусть она нальет, пусть полностью эти энергии антивируса, этого иммунитета, пусть она все полностью наполнится сама этими энергиями. Ей бояться нечего. Все, что находится в ее энергосфере, принадлежит ей самой. А сейчас я говорю, чтобы она приказала этим сущностям и всем остальным, и всем программам немедленно убираться по системе тех подключек, откуда они пришли. Пусть убираются туда, откуда они пришли,
И вслед за ними по этих системах подключек пусть она отправляет к источникам этого зла все эти антивирусные программы. Пусть это зло самоуничтожается в своей основе до самого основания. На счет 3 Мария это сделает. 1, 2, 3. Сейчас я вижу, что произошел как ядерный взрыв. Вот так оно зависло, а потом это антивирусная программа. Отвалилась эта подключка, все уходит в нижний портал. Я говорю, чтобы она закрывала тот портал. И сейчас я вижу, что ее энергосфера наполнена и парит в пространстве. Сейчас я говорю, чтобы Мария поднималась в пространство. Самые высокие информационные, энергетические, недоступные к низковибрационным энергиям всех тех порталов, где она находилась раньше. Я говорю, чтобы она перенеслась в то пространство, где она будет чувствовать всегда себя наиболее комфортно, защищенной, свободной. И пусть каждый раз, когда она захочет снова почувствовать этот комфорт, свободу и защищенность, она может сюда приходить. Я вижу, что она буквально как зарывается в энергии первоисточника, как цыпленок зарывается в перья своей матери-квочки. Спроси у Марии, мешает ли ей еще что-нибудь? Сейчас я вижу, что появилась снова какая-то подключка. Я говорю, зачем она это все себе оставляет снова? Куда я говорю, что куда-то в нижний портал. Я говорю, чтобы она зашла в тот момент, когда она разрешила этой подключке находиться в ее пространстве, и чтобы она отменила это разрешение. Выключился экран. Я говорю, чтобы она убрала, сожгла в своем пространстве все импланты, которые выдают ее местоположение, и чтобы она запретила считывать ее эфирные ДНК. Я вижу, как у нее в руке какие-то колючки, и она кому-то в глаза как шандарахнула. Я говорю, ну, когда не доходит по-хорошему, нужно по-ихнему. Я вижу, она отсекает эту подключку, и она падает. Я говорю, чтобы она убрала из своего пространства те энергии и те вибрации, на которые притягиваются эти подключки. Она какой-то блок вытаскивает огромный. Энергия страха. Я говорю, чтобы она разбила этот страх, этот блок. Пусть она молотком разобьет, потолчет и зальет антивирусом. Все, ничего нет. Сейчас я говорю чувство вины. Она может вытащить из своего пространства, разбить его молотком, отсечь от всех тех моментов, когда она чувствовала себя виноватой или кто-то ее делал виноватой. Я говорю, чтобы она отсекла все те моменты, отвергла их, изменила. Вот. Чтобы она залила это чувство вины антивирусом, вот оно пропало. Остатки выбросить в портал. Сейчас я говорю, чтобы она убрала все программы и энергии неверия в себе, нелюбви к себе. Пусть она разрешит себе быть счастливой, свободной, красивой и здоровой. Я вижу сейчас, что у нее в голове как какая-то программа стоит там за глазами. Так, что за программа? Эта программа называется «Мы с тобой одной крови».
Эта программа установлена посредством какого-то колдовства, и там считывается, как будто бы она тоже это муха, это насекомое. Вика, давай посмотрим такую ситуацию. В ранку на пальце попала кровь умершей женщины Брониславы, матери зятя. Палец стал разбухать. Посмотри, это связано с этим? Нет, это не связано с этим. Это было заражение, а это связано с сектором колдовства. И это связано с этими, у нее 2 подключки были к этой мухе. Угу. И это связано с теми программами, которые транслируют посредники. Вот те люди, которые подключены к Абсолюту, к этой мухе, они фактически транслируют. Это люди-порталы, через которые эти энергии проникают в пространство, и они используют вот эти программирования любви к этому к пришествию. Они же готовят пришествие, как бы они это ни называли, пришествие, 2-е пришествие или 3-е, какое там, Христа, там приход, ну, много. Для политиков это мировое правительство, для кого-то там еще что-то. Ну, для каждого свое. Но они готовят как такое шоу-представление, когда появится это властелинша, скажем так, да, так называемая. И она готовит себе как бы стадо поклонников. Ну да. Я говорю, Марии, нравится ли ей быть в стаде поклонников этого существа, этой мухи липкой? Она говорит, нет. Я говорю, ну так отдай это этим колдунам. Угу. Пусть избавится от этой программы. Вот она отдает эти глаза, кошки эти вот хитиновые. И они передают, одна второй. Передают. Я говорю, чтобы она облила это все антивирусом и исчезла, чтобы все в ее пространстве, все эти колдуньи, колдуны, чтобы она отказалась от этих программ, от этих энергий. Но я вижу, что на самом деле вот у Марии как бы нет такого очень четкого представления, что такое зло, а что такое добро. Угу. И поэтому вот идет, потому что если человек любит и добро, и зло, он всегда находит вот эту тропинку, где вот начинает вилять между одним и вторым до тех пор, пока что-то одно не победит в нем. Я говорю, может, Мария сейчас определится, хорошая как раз возможность, но она как бы выбирает свет. Я говорю, что пусть она возьмет за эталон тот свет, который она принесла, который находится в недрах ее памяти, распространит этот свет, этот эталон всем своим пространством, а все, что не соответствует, все энергии, программы, привязки к каким-либо сущностям или энергиям, которые не соответствуют этому эталону, сейчас она может отсечь. Угу. Сделала. Сделала. Хорошо. Как сейчас выглядит ее эфирное тело? Она сейчас выглядит как огромный ангел, но не стоит, а он как-то склонился над чем-то. Пусть покажет, над чем она склонилась. Она показывает отрубленное крыло. Я спрашиваю, чье это крыло?
И она показывает, что у нее только одно правое крыло есть, а левого нет. Я говорю, что это только ее решение, что она может сейчас пойти в тот момент, когда она решила быть с одним крылом, пусть она зайдет раньше и отменит это решение. Угу. На счет 3 Мария это сделает. 1, 2, 3. Да, сейчас она летит с двумя крыльями. Я говорю, что это она набрала такого черного? Бесконечная история. Что это держит, вот эти черные камни? Я говорю, может, это нужно выбросить? Как она думает? Далеко улетит, высоко улетит с этими черными камнями. Я говорю, что она сейчас может изменить все те ситуации, которые негативно повлияли на ее род, на ее генетический код, на ее информационные поля и убрать все то, что не принадлежит абсолютному свету, что не входит в резонанс с абсолютным светом. Я вижу, что она вот делает много-много отмен. Угу. Хорошо. Давай зайдем в счет 3 в тот момент, когда она эту всю работу сделает. Когда все будет готово. 1, 2, 3. Говорит, наконец-то. Так. Как сейчас выглядит ее эфирное тело? Вот она мне показывает со всех сторон себя. Как-то она выглядит как толстый ангел. Я говорю, почему она такая толстая? Что-то неестественное. И она показывает, что внутри у нее какой-то каркас. А я говорю, кому принадлежит этот каркас? Я говорю, что сейчас она может решить, кто она на самом деле. Я говорю, что она сейчас может вернуться в тот момент, когда она была сотворена первоисточником, Творцом, и привести свою форму, свое ДНК в соответствие той первичной формы. Тому эталону, который у нее был в то время. Да. На счет 3 она это сделает. 1, 2, 3. Я вижу, как она выталкивает этот каркас какой-то. Я говорю, чтобы она от него избавилась насовсем и навсегда, если она хочет действительно обрести свою естественную первичную форму. Она выбрасывает, это как какой-то улетает в портал. Сейчас я вижу, что наконец-то ее душа начинает светиться. Я говорю, чтобы она этот свет распространила по всем своим энергетическим телам, эфирным телам, равномерно распределила по всему своему эфирному телу, физическому, выровняла все энергетические заряды. Так, получается у меня это сделать? Что-то ей мешает. Я говорю, что еще ей мешает? Будто бы что-то выедено получается. То светлое, то снова темное. Пусть покажет, что это, что ей еще мешает. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Я вижу, что из сектора духа, как рой мух. Я говорю, когда она работает, ее подсознание на самом деле знает все. Почему она оставила этих мух до сих пор в своем пространстве? Это же ее пространство. Пусть изменит свое решение. Вот видишь, как оно быстро все происходит. Раз закрыла их там в портале,
запечатала портал. Угу. Ходит туда-сюда, что-то она волнуется. Я говорю, в чем дело еще? Я говорю, что мы можем пойти в тот момент, когда Мария полностью восстановится, восстановит свое физическое, все свои эфирные и все свои тела и область своей души, восстановит до нормы, перенесется в те пространства, где она недосягаема и невидима для зла, для низковибрационных воздействий, энергий. И пусть она остается в этом пространстве. Угу. На счет 3 мы перенесемся в момент, когда эта вся работа будет проделана. 1, 2, 3. Да, вот сейчас она как бы в свете первоисточника. Я говорю, что сейчас она может убрать, выбросить то разделение между сознанием и подсознанием, слиться в единое сознание и с этой высокой позиции она может сейчас передать информацию о своем освобождении всем, кому она хочет. Угу. Пусть своему сыну Максиму передаст информацию о своем освобождении. Я говорю, да, она передает. Я говорю, что она сейчас может распространять энергии света, наполняться энергиями первоисточника, живыми энергиями, энергиями жизни, вот такими фрактальными, чистыми, распространять по всему своему личному пространству, внутреннему, внешнему, расширять границы этого света, превращать все свое пространство, пространство своей квартиры, всего, что касается ее рука, ее разум, ну, дом, да, ее город, ее страна, ее планета, ее вселенная. Пусть она почувствует себя частью чистой, светлой вселенной, потому что когда зарождалась вселенная, она частицей энергии была уже там. Пусть она эту частицу энергии найдет в каждой клеточке своего физического тела, эфирных тел своей души и восстановит эту преемственность со светлым источником. Ну, получилось у нее. Получилось? Хорошо. Да. Спроси у нее, мешает ли ей еще что-нибудь? Она говорит генетика. А я говорю, что ее генетика подчиняется ее воле, что сейчас она может изменить свою генетику в соответствии своего эталона, этой энергии, которую она принесла из своего прошлого. Эталона чистой, фрактальной, абсолютно свободной энергии. Угу. Получилось? Угу. Хорошо. Так, спроси у Марии, все ли мы для нее сделали? Ну, она вот так нам кланяется. Угу. Хорошо, хорошо. Тогда давай прощаться с ней. Угу. И будем выходить. Проверяй пространство вокруг себя. Все ли чисто? Да. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, ты будешь чувствовать себя великолепно. 1. 2. 3. Открывай глаза. Устала? Так. Не то слово. Включайте микрофон. Я включила микрофон, я Викторию не вижу. Не видите?
Ага, и вы тоже зависли. Только слышу. Так, сейчас попробуем. Ага, все, увидела, да. Нормально? Виктория, я вас целую, обнимаю, благодарю вам, очень благодарю. Так расследовать эти все моменты, ну, вы единственная, честно, честно. Я знала, что получится у вас. То, что мне нужно. Я это знала. И я поняла, что ну вот уже наконец-то в моей жизни наступит совершенно другой период. Совершенно. Я так люблю творить, я так люблю рисовать, вы даже себе не представляете. Я с деревьями общаюсь, с водой общаюсь. Я вообще мать-землю очень люблю. Я так все это люблю, понимаете? И все время вот это какое-то ощущение, что я не настоящая. Все время во мне присутствовало. Ну, теперь я все поняла. Я очень много поняла. Очень много. Спасибо Дальше огромное. все зависит от вас, да. Ну, что вы, я только же с источником, только с ним. Я с утра до вечера с ним. Поэтому у меня получилась встреча с вами, Тарас. Вам очень благодарна. Вы не очень далеко живете от Одессы. Вот. Я надеюсь, что все-таки получится собрать денежки, и чтобы с Максимкой, тоже сыночком, тоже провели такой сеанс. Если вы хотите опубликовать, вы можете, только закройте мое личико. Хорошо, спасибо. Потому что кому-то, возможно, будет это очень интересно, поучительно, познавательно. Если нет, так не надо. Не. В каждом сеансе человек находит что-то для себя. Да. Я сейчас все время смотрю ваши сеансы, и вот действительно вот это обучение истинное. Вот истинное обучение, понимаете, я нахожу. Слышно, нет, да? Да. Ага. Вот, поэтому вы такие молодцы, у вас такой тандем чудесный, так все добро, так все как-то нежно, спокойно, удивительно, без этого напряга, знаете, вот. А Виктория с другими тоже имеет вот такие сеансы проводит, немножко тяжеловато смотреть. А вот когда вы вместе, я просто только вас и смотрю. Но это не так, по моим ощущениям. Спасибо. Вот. Что еще хочу сказать, что вот это вот на лице, вот эта еще маска не ушла, которая вот с этими пауками инсектоида, она еще не ушла, эта маска. Уйдет, наверное, да? Все ушло. От вашей воли. То есть на физике пройдет какое-то время, но вы можете ускорить это время. То есть не разрешайте этому происходить. То я с утра до вечера так это все говорю. Я все у вас обучаюсь. Как нужно говорить, как нужно жить, как надо понимать. Потому что все остальное, все, что я, какие сайты я смотрела, чего я там познавала, это все пошло, видите, как во что превратилось, в ерунду всякую. Вот. То есть жизнь прошла в ерунде, можно так сказать. Ну, возможно, еще будет какой-то у меня финансовый достаток, так я еще встречусь, потому что я хотела еще узнать по поводу своих картин. У меня есть там картина, вот из камней, которые я делаю, да, я собрала свою душу. Картина у меня есть. Последнюю картину я сделала ангел, который освободился. И как только я сделала эту картину, вот это началось нападение на меня очень мощное. Вот, но я все время была с этой картиной, я знала, что я не пропаду, Так что вот камни, настолько камни. Вы с этими камнями очень сильно так не играйте. Потому что, по-моему, вы тоже заигрались с этими камнями. Потому что если вы, куда вы собрали душу? Свою собрали, в камни вложили, верните ее обратно. То есть это не стоит этого делать. Нет, это уже все. Я уже закончила. Я решила. Осторожно, да, с такими вещами. Нет, я просто знала, что 10 лет я должна с этим поработать, с этими камнями. Что-то такое хорошее. Вы знаете, вот выставки были, люди смотрели на эти картины и говорили, что им жить хочется. То есть там очень большой позитив в этих картинах. Ну, чтобы не получилось так, что вы весь свой позитив отдали в эти камни, понимаете? А сами остались ни с чем.
То есть это все, нужно, чтобы вы это все проанализировали, и если так оно и есть, то есть верните это свою душу обратно. Да, оно так и есть, что оно туда ушло очень много энергии, очень много, да. Все, теперь я буду просто рисовать, вот все, что хочу. Огромное вам спасибо, я вас целую, обнимаю. Просто пожалуйста. Вот, даже не представляете, неимоверно какая благодарность. Вот просто как космос, как гипервселенная, ну не знаю, вот такая вот огромная. Вот меня распирает от счастья меня распирает, настоящая душа вернулась. Представляете? Я так плакала за ней, я не могла понять, куда она делась. Понимаете, вот самое главное, что вы мне сделали, вот этот подарок, это душа. Это не мы вам сделали, это вы сами ее там отыскали. Понимаете? И процесс этот будет еще продолжаться, потому что в эфирном пространстве это быстро очень происходит, но на физике это нужно еще тренироваться, и каждый раз это все как бы проходить, все это. То есть такого не бывает, чтобы один раз пошел в тренажерный зал, 3 часа даже там позанимался, и на всю жизнь, чтобы мускулы нарастить. Такого не бывает. Чтобы иметь хорошую форму, нужно тренироваться постоянно. Точно так же и с нашими духовными мускулами. То есть это чувство, понимаете, нельзя вот один раз. Что мы делаем на сеансе? Наша задача – это отсечь от вас, помочь вам освободиться от разных этих подключек. И когда вы уже отключены, тогда вам намного проще работать уже своим подсознанием, выстраивать свои какие-то личностные границы, выстраивать какие-то свои новые качества, наработки, опыт, понимаете? Но это ваша работа, и вместо вас ее никто не сделает. Так что, как говорится, процесс только начинается. Конечно, конечно. Ну, вот хорошо. Вот какие-то ваши рекомендации, как мне так, что мне произносить каждый день? Вот, допустим. Ничего не нужно произносить. Полюбите себя, ощутите себя частицей Творца Первоисточника, ощутите себя им, потому что вся ваша божественность внутри вас, весь этот космос внутри вас. Познаете себя, познаете весь космос, познаете всю Вселенную. Научитесь себя любить в первую очередь. А сейчас вам нужно несколько дней ни о чем не думать, просто расслабиться, поотдыхать, подарить себе какие-то радостные моменты. Не нужно никому молиться. Да, я в последнее время так и делаю. Так и делаю. Просто что сказали, я тоже так это и делаю. Что я с источником, с этой красотой, с этой чистотой. Я с утра до вечера это так себя вот соединяю все время, чтобы не потеряться. Вот, это такие чудесные энергии. Так, все хорошо. Благодарю вас, очень благодарю. Пожалуйста, пожалуйста. Всего вам хорошего, доброго. Вот. До свидания. Пусть ваша жизнь наполнится еще лучшими встречами. Спасибо. Самые прекрасные. Я просто хотела спросить, откуда я сюда прибыла. Я знаю, что я прибыла сюда. Но это, наверное, уже в следующий раз. Хорошо, благодарю вас. Вы сами сможете расследовать это. Задайте вопрос своей внутренней вселенной, своему внутреннему я, своей душе, и услышите ответ. Благодарю. Хорошо. Будьте здоровеньки. Все. До свидания.